Ребята, всем привет! Наконец-то я снимаю новый влог. Уже наступил Новый год. Поздравляю вас всех. Знаете, я искала какой-то повод, чтобы включить камеру и что-то вам показать, но поняла, что пока пройдет то время, когда я найду этот повод, уже это будет супер неактуально. И мне кажется, что влоги должны записываться постоянно и регулярно. Поэтому этот влог я решила записать просто так. Сегодня у нас 2 градуса и выпал второй снег, но уже это все мероприятие тает, и на улице зимняя атмосфера. Мы с Андреем вышли прогуляться. Сейчас направляемся, конечно же, это быстро. Покажу вам, какое там появилось новое меню. И, кстати, Андрей теперь тоже там работает вместе с Владом. Из последних новостей. Я решила не лететь в Париж, как, возможно, вы могли догадаться. Но у меня новые планы, о которых я расскажу чуть позже. Сегодня вечером я пойду в студию. Там нужно доделать уют. Мы переехали. Я не помню, я вам говорила или нет, что наша студия, в которой я работаю, она переехала в более просторное помещение. И там сейчас намного уютнее, чем было. И остались какие-то последние такие штришочки. Я отфоткаю студию, выложу в Инстаграм. И все это будет максимально комфортно сделано для мастеров. Сейчас я вам покажу немного такого зимнего Белграда, что ли. Новогодний Белград совсем не новогодний. Мы были на ярмарке, которая находится где галерея. И знаете, атмосфера там, конечно, приятная, и она около новогодняя, но все равно это никак не сравнится с Москвой, Санкт-Петербургом, с какими-то другими большими русскими городами. Потому что, ну, наверное, здесь просто не чувствуется зимы, нет снега. Плюсом мы были на этой ярмарке ночью. И ночью более-менее, ну, тоже не видишь, что вокруг. И в целом атмосфера приятная. Но когда мы с Андреем видели эту ярмарку днем, это вызывало какие-то очень смешные эмоции, потому что это абсолютно не похоже на такую классическую ярмарку. Это похоже на, представьте, Мега у нас в России. И вот обычно там, где Мега, там есть какой-то дворик, более-менее украшенный. Там была как раз-таки такая атмосфера. То есть около галереи, там, где стройка. Мне кажется, я вам даже не показывала эту стройку. Ну, в общем, при дневном освещении выглядит это все максимально странно и неуместно. Но при ночном нам в целом понравилось. Там еще есть открытый каток. Там продавали хот-доги, глинтвейн. Кстати, хот-доги, мне кажется, это самые сытные хот-доги, которые я когда-либо ела. Там была очень большая сосиска с большой булкой. Стоило это вообще очень дорого. Вот. Но новогоднего настроения в Белграде я не почувствовала. Интересно то, что когда мы вышли 1 января гулять, на следующее утро, то есть после Нового года, был в Белграде праздник, как мы потом почитали, это праздник, который делается типа за благотворительными целями. На улицу выходят все люди со своими детьми, там стоят всякие ярмарки, продают шары. У нас на нашей улице, я, может быть, сюда куда-то вставлю вставку из моего инстаграма, там были поставлены качели, батуты, короче, все максимально не 1 январская, как обычно мы привыкли, ты выходишь на улицу, и там ни одного человека. Но здесь это прям чувствовалось очень как-то иначе. Было очень позитивно видеть, как люди, классно выглядящие, не знаю, с хорошим настроением 1 января, причем это было где-то 10 утра, они гуляли со своими детьми, и не только. Это было очень классно, людей было супер много. Я могу это сравнить, наверное, с 9 маем, когда на улицу выходит очень большое количество людей, продают какие-то шары. Короче, это все очень прикольно. А на Новый год здесь, конечно же, как и везде, взрывали салюты,
все было в целом то же самое. Магазины были закрыты, кажется, 2 дня. На Старый Новый год тоже, на удивление, здесь были салюты. И, кажется, магазины... нет, магазины работали. Это на 7 января магазины не работали. Не знаю, зачем вам эта информация, но мне было прикольно наблюдать, как в другой стране готовятся к Новому году. И вообще, мне кажется, это реально очень интересно. Так, ребята, смотрим меню. Из новых позиций появилось вот это. Короче, прочитайте сами. Мы заказали блины из Филадельфии. Так, ну здесь у нас ничего не поменялось. И вот такие завтраки и основные блюда. Так, девочки, смотрим обзор еды. Это борщ. Здесь еще к нему подавалось сало, паштет куриный, мои блинчики и куриный суп. Приятного аппетита! Хотела записать такой интересный факт, что люди в общественном транспорте не платят за проезд. Это очень странно, потому что вначале мне казалось, что, может быть, конкретно в этом районе не платят или что-то еще, но реально в Белграде почти все люди не платят за проезд. Я не знаю, с чем это связано, наверное, с тем, что штрафы здесь очень маленькие, особо нет проверяющих, а если они есть, то люди просто улыбаются и не прикладывают свои карты. Короче, это очень странно. Я, конечно, так не советую делать, но сама не оплачиваю проезд, если меня не попросят. Вот такая информация. Студия на данный момент выглядит как-то так. Есть еще вторая комната, в ней работают. Кстати, я не смогла собрать мебель с Икеи. Мне кажется, это супер тупость. Здесь такие болтики, которые нужно вот так вот типа нажать, и вот это вот проткнется и станет широкой, за счет этого оно будет держаться. Короче, у меня просто нет сил вот так нажать. Это просто позор. Помещение, где типа зона отдыха, выглядит сейчас так. Пока что здесь беспорядок. Я надеюсь, в будущем такого не будет. Туалет. Здесь мы хотим всю эту часть закрыть. И есть кухня, где не нужно будет сидеть. Пока что здесь тоже такой склад. Вот, но я надеюсь, что за сегодняшний вечер мы это все разберем. И будет такое некое до-после. Я вам обязательно подсниму. В планах еще повесить какие-то цветы сюда, картины. И, в принципе, я думаю, в этой студии уже можно работать. Так, ребята, сейчас я вам покажу конечный результат. Конечно, здесь еще будет все докупаться, но примерно вот в таком направлении мы думаем. Выглядит это так. Я решила переставить сюда зеркало и думаем купить сюда цветок с такими большими листьями. Мне кажется, что здесь в целом ок. Думаем повесить шторы. Еще вопрос. Здесь был ковер. Я куда-нибудь вот сюда приложу фотографии. Как вы считаете, лучше с ковром или без? Плюсы ковра в том, что это уютно и красиво, и убирает вот этот желтый пол. Но минусы такие, что он быстро загрязняется, и бывает так, что ты заезжаешь колесиками. Короче, это не очень практично. Сейчас я вам покажу, что изменилось во второй комнате. В принципе, ничего. Это комната для наказанных. Короче, мне эта комната не очень симпатична, потому что она какая-то другая, хотя они вроде одинаковые. Ну, конечно, из-за красной кушетки, я думаю, складывается впечатление, что та комната лучше. Вот, хотя мы пытались сделать, чтобы и там все было одинаковое. Вот этот цветок мы думаем не такой в ту комнату поставить. Вот, но в туалете и кухне в целом ничего не изменилось. Здесь стало чуть-чуть поразобраннее, хотя это не так. Здесь, в комнате ожидания, ну, в целом я тоже убрала какие-то вещи. В дальнейшем думаю купить сюда какие-то полки, куда будет складываться всякий хлам. Ну, короче, чтобы не так было
захламлено, потому что когда приходят гости, очень много вещей. Вот как-то так, девочки. Сходили к маме на работу. В общем, сейчас поеду домой отдыхать. А завтра мне нужно приехать в студию, потому что я веду аккаунт нашей студии, записываю туда какие-то сторис, снимаю мастеров, которые сюда приезжают работать. Стараюсь как-то по максимуму помочь развитию этой студии. Вот, если вы вдруг хотите татуировку себе сделать в Белграде, пожалуйста, пишите в мой аккаунт, либо в аккаунт студии, и мы обязательно подберем вам качественного мастера, там, и сделаем классную татушку. У меня уже другой день, я выдвинулась на работу и решила вам показать маршрут, по которому я хожу каждый день. В комментариях я видела, что кто-то меня просил показать дома после войны. Если честно, у меня не очень с историей. Наверняка вы знаете, какая война была в Сербии в каком-то там году. Короче, суть в том, что дома, которые бомбили, до сих пор здесь, в центре города. Выглядит это максимально страшно. Особенно, когда я только приехала и ходила по этому маршруту почти сразу же, как я уехала, и видела все это. Короче, это неприятно, скажем так. Давайте на них посмотрим. Вот, посмотрите, ребята, это дом раз. Мне кажется, выглядит это очень плохо, особенно с этими гигантскими локатами. Ну, не очень. И вот второй дом. Я не знаю, что это. Похоже на какой-то универ. Короче, выглядит это все вот так. Почти каждый раз, когда я иду на работу, я прохожу один и тот же маршрут. И вот на моем пути встречается еще вот такое здание. Сейчас я вам покажу. Мне кажется, это просто верхушка уродства современной архитектуры, если это можно так назвать. Короче, выглядит это просто ужасно. Ночью выглядит это еще страшнее. Похоже на гигантское облако бесформенного здания. С другой стороны фасада просто куб без окон. Вот такая история. А еще на моем пути встречается кафешка Пекара, как я поняла. Сейчас я вам тоже покажу. Каждый раз, когда я прохожу мимо, там стоит очень большое количество людей. И эту Пекару я очень часто видела в тиктоках, в инстаграме. Мне кажется, это чуть ли не самая популярная Пекара в Белграде, потому что она очень красивая. И это, знаете, похоже на ту тему, как Starbucks в Париже. Там есть какой-то Starbucks, куда все хотят попасть, потому что он очень красивый. И вот мне кажется, с этой Пекарой такая же тема. Так, вот так она выглядит. Поскольку сегодня суббота... А, нет, она открыта, нифига себе. Короче, внутри там вот такая тема. И очередь. Я думаю, что мы как-нибудь с Андреем найдем время выбраться и пройти все эти достопримечательности. И я хотела у вас спросить, куда вы хотите, чтобы мы сходили, потому что на новогодних каникулах мы были в Земун. Это что-то типа старого города в Новом Белграде. Мы даже не знали о существовании этого района. И там оказалось очень классно и прикольно. И я очень жалею, что я не снимала. Мне кажется, вам бы очень зашло. И я планирую туда вернуться и подснять еще раз. И мне кажется, в Белграде так много каких-то районов, о которых нет никаких видосов. И вообще особо непонятно, куда ходить, кроме как каких-то центральных достопримечательностей. Хотя, мне кажется, здесь достаточно много интересных районов. Короче, напишите в комментарии, куда вы хотите, чтобы мы сходили. Ребята, доброе утро. Мы собираемся в Земун. Хотела поговорить с вами, пока крашусь. Хотела рассказать, как у меня дела. В целом, все мои какие-то вопросы касаемо внешности прошли. Это чувство прошло, мне кажется, на неделю.
И я поняла еще, с чем это связано, возможно, с тем, что здесь другая вода, и, скорее всего, это тоже как-то влияет на кожу и на волосы. Я не могу промыть свою голову. Сейчас она чистая после мытья, но все равно уже на следующий день моя голова становится грязной, и меня это, конечно, жутко бесит. Я искала здесь какие-то салоны, где можно помыть голову и сделать маски. У нас в Питере это называлось типа там либо счастье для волос, либо как-то типа Open Plex, что-то такое, когда тебе делают очень много масок, и твои волосы после этих процедур становятся очень классными. Здесь я пыталась такое найти, но, к сожалению, пока что я не нашла. Если у вас есть какие-то рекомендации, где можно в Белграде отрезать кончики, хорошо помыть голову и сделать какое-то восстановление или маски, напишите, пожалуйста, потому что мне таких процедур очень не хватает. Обычно раз в 3 месяца я это делаю, но прошло уже, мне кажется, полгода, как я последний раз это делала, и мои волосы просто чувствуют себя максимально плохо. Еще из новостей я поеду в Россию в апреле. Поеду я туда за визой. Моя виза уже закончилась в январе, и мне нужно сделать новую. После того, как я сделаю визу, я хочу поехать в Дубай с еще одним мастером, и потом оттуда мы планируем поехать в Европу. Вот такая она путешественница. Хотим поехать в Париж, Амстердам и в Лиссабон. Я уже была в Париже несколько раз. В Амстердаме мы тоже были первый раз, когда поехали за границу в 2019-м. Мне там, конечно, очень понравилось. Я хотела бы еще раз туда съездить, посмотреть, как я буду воспринимать город через 3 года. А еще я хотела с вами обсудить проблему, о которой никто не пишет и не говорит. И я не понимаю, потому что мне кажется, это очень интересно. Наверное, я уже вам обещала записать видео, типа, знаете, проблемы и плюсы и минусы жизни в Сербии и в Белграде. У нас дома плесень. Я, возможно, сейчас, возможно, после того, как мы приедем, вам ее покажу. Но это просто жесть. Я очень удивлена, потому что, когда я начала об этом говорить, там, клиентам или, не знаю, подругам, они все такие, блин, так у нас тоже. И я думаю, а почему вы об этом не говорили раньше? Понятное дело, что если бы я знала эту информацию, мое мнение бы не поменялось, и я бы в любом случае здесь жила. Но мне кажется, это интересно, и об этом должен знать тот человек, который планирует переезжать в другую страну, что везде, где большая какая-то влажность и страна не готова к холодам, появляется плесень. Для меня это супер какая-то новинка, и я вообще не знала о существовании плесени в таком количестве. Вот, и мне кажется, об этом нужно говорить, показывать, рассказывать, и если вы сталкивались с плесенью, я думаю, по-любому вы сталкивались, если вы живете в Белграде, напишите, как вы боретесь с плесенью, что вы делаете. Как я поняла, ты не можешь 100% избавиться от нее, тебе нужно просто ждать. А у моей подруги Насти, которая сейчас живет в Риме, плесени, наверное, x10 больше, чем у нас. Она просто решила ее закрасить. Я не знаю, для меня это странно. Мне кажется, что должно быть какое-то средство, которым ты, типа, обеззараживаешь участки, где она росла, и, может быть, типа, плесень перестает расти. В общем, если у вас есть какие-то средства, как можно избавиться от плесени, пожалуйста, напишите, потому что для нас это реально важно. Ну, для меня точно. Еще хотела поделиться проблемой бойлеров. Оказывается, в Сербии у многих ванный бойлер, и у нас он очень маленький, и хватает помыться буквально одному человеку. Мне, например, каждый раз приходится выбирать, что я хочу помыть больше, тело или волосы.
И меня это жутко бесит, потому что я в целом не любитель сидеть долго в ванной, но даже для меня это большой стресс пойти в душ, помыться. И я приняла для себя такое решение мыться по раздельности. То есть ты сначала моешь тело, потом ты моешь волосы. Это тоже очень странно и ужасно. Я подписана на пару, которая живет в Испании, и они в ТикТоке рассказывают в таком, в быстром формате, почти режим онлайн, с какими трудностями они сталкиваются. И там девушка тоже с длинными волосами говорит о том, что прежде чем пойти в душ, она настраивается и старается максимально прогреть тело. Она быстро моется и потом опять садится к обогревателю. Короче, для меня это очень странно, и мне кажется, вот такие штуки нужно обсуждать, рассказывать, показывать, потому что может сложиться впечатление, что здесь все супер классно, здесь, не знаю, не сталкиваешься ни с какими такими трудностями, но на самом деле это не так. Когда ко мне приехала моя подруга Настя с Рима, она сказала, что у нас очень тепло, хотя мне раньше казалось, что у нас достаточно холодно по сравнению с Россией. Сейчас я уже привыкла, но, опять же, вспоминая тех ребят с ТикТока, они прям очень жалуются на то, что у них холодно, они постоянно обогреваются вот этими маленькими электрическими такими белыми обогревателями, самыми недорогими. И они очень боятся, сколько за этот месяц им придет коммуналка. У нас такого нет, у нас есть центральное отопление, и в целом ты можешь комфортно ходить по дому. Я уже привыкла, в целом я хожу примерно так. Но мне кажется, что разница между Сербией и Россией, она не такая большая, как между Россией и Европой. Нам пришли коммунальные услуги, платежи за это все, и за месяц у нас вышло 8 тысяч динар, это примерно 4000 рублей, и мы думали, что отопление, свет и вот это все будет намного дороже, но оказалось всего лишь 8 тысяч динар. Я спрашивала у своей клиентки, у них нет центрального отопления, они пользуются только электрическим, и она сказала, что в этом месяце у них вышло 200 евро. Вот. Поэтому, когда вы будете снимать квартиру, обязательно обратите внимание на то, есть ли у вас центральное отопление или нет. Иначе вы будете тратить очень много электричества, соответственно, ваша коммуналка будет большая. Сейчас мы с Андреем собираемся поехать в Земун. Мы там уже были, я вам, кажется, даже рассказывала. Покажу вам, какие там домики. Раньше Земун был отдельным городом, но позже его присоединили к Белграду. В Земуне я хочу купить и посмотреть цветы для студии. В Инстаграме я увидела рекламу цветочного. Здесь как-то очень мало цветочных магазинов. В Икее цветы очень не очень. Какие-то другие магазины здесь я не нашла. И вот мне высветился какой-то местный магазин, похож на Оби. Там, судя по Инстаграму, прям такая большая теплица. Единственное, я переживаю, что эти цветы могут быть искусственными. Потому что там видно, что часть цветов, она точно искусственная, часть настоящая. И меня интересуют мои цветы, которые я хочу купить. Они будут искусственные или настоящие. В общем, я собираюсь и выходим на улицу. Так, ребята, я сейчас покажу вам нашу парадную. В прошлый раз вам не понравилось место, где мы живем. Мне кажется, этот дом очень прикольный. Мы живем на 4-м этаже. Это 5-й этаж. Смотрите, какой здесь потолок. Второй свет, я вспомнила. Прикольно. И на фасаде, кстати, он тоже есть. И мне кажется, выглядит это намного интересней. Здесь такие цветочки. При пасмурной погоде, мне кажется, этот район выглядит не так жизнерадостно, как при солнце.
Но мне этот район нравится намного больше, наверное, где мы жили изначально, в Синяке, потому что здесь более такая городская среда. Здесь, конечно, есть также вот там внизу частные сектора, но в целом мне здесь нравится. Вот там наверху продуктовый магазин, он очень близко. И здесь по улице такие же дома, как и у нас. Рядом есть школа, но нам школа не нужна, но она есть. И еще, мне кажется, здесь какой-то университет, потому что каждый раз, когда я выхожу на остановке в час пик, там очень много студентов. Ну, либо это школьники большие. Так, вот такие здесь дома почти на нашей улице. Если помните, когда мы заезжали в первую квартиру, там тоже были похожие дома, но мне кажется, выглядели они не так хорошо, как здесь. Вот это прямо больница. Надеюсь, мы там никогда не побываем. Здесь в районе достаточно много продуктовых, и в целом здесь удобно добираться до центра, потому что здесь нет такого движения, как в Синяке, где мы до этого жили. Мне кажется, на той остановке садились просто все. Район называется не Синяк, это мы его называем. А как он называется? Ну, по-сербски будет Сайнак, что-то такое. Синяк, Саян. Игорь Синяк. Саян. Но Саян? точно не Синяк. Короче, ладно, Андрей сюда куда-нибудь прицепит карту, чтобы вы понимали, сейчас мы живем в районе Ваново-Бурдо. Все наши знакомые говорят, что это классный район, потому что он находится недалеко от Ада-острова. Кажется, это так называется. Моя ассоциация — Крестовский остров. Там везде по периметру стоят лодки, какие-то небольшие яхты. И я думаю, что летом там будет очень классно отдыхать. Ребята высадили нас непонятно где. Это не тот Земан, который я рассчитывала вам показать, но я думаю, это будет тоже интересно. Мы проехали немного дальше, чем планировали. И сейчас мы находимся непонятно где. Сейчас будет обзор. В общем, здесь такого характера дома. Этот мост ведет на другой остров. Мне кажется, это даже не Белград. И, в общем, вокруг у нас вот такая история. Мне кажется, нам нужно на какую-то цветочную базу. Как тебе? Ой, здесь даже есть церковь. Кстати, в Белграде церквей намного меньше, чем в России. Да, очень мило. Ребята, мне кажется, уже минут 10-15 мы пытаемся найти наш магазин. А вокруг вот это стройка и просто ни одного человека. Все закрыто. Андрей решил убедиться, существует ли такой магазин, или это база закрытая. Но нет, такой магазин есть. А мы сейчас будем просить помощи на сербском. Андрей, кстати, уже нормально говорит какие-то некоторые фразы. Он смеется, потому что думает, что это очень легко и просто. Но мне кажется, это не так. Мы просто приехали в какую-то жопу. Здесь, во-первых, ничего не подснять, во-вторых, на улице очень холодно. Я даже не понимаю, какой дом. Не рада? Не рада. Короче, ребята, нам сказали... Ты уверен, что не рада это закрыто? Что нам не рады? Короче, нам сказали, что магазин закрыт. Я не знаю. Хотя у них в Инстаграме написано, что все у них открыто. До 18:00. Короче, здесь нет ни одного обозначения магазина. Я не знаю. Короче, зря мы сюда приехали. Классная поездка. Ребята, я нашла... Блин, это просто угар. Если кто не понял, это копия Cartier, ну типа копия. А вот это кольцо, кстати, я прошу Андрея купить мне.
в качестве свадебного кольца. Андрей, мне кажется, это наш магазин. То, что мы заслужили. Блин, реально, вы просто посмотрите, я такого еще никогда не видела. Но мне кажется, что в какой-нибудь Турции или типа подобных курортах такое везде. Но, блин, это жестко. Это так уже выглядит тот Земун, который мы видели. Кстати, мне кажется, что в Земуне украшения были на Новый год лучше, чем в Белграде. Собака! Блин, вот этот дом очень симпатичный. Как будто бы мы в Чехии. Королевские, смотри, королевские цвета. Пекарская брать. Короче, здесь пекара была, потом еще цветы придумали. Прикольно. Очень красивый дом. Вот мое предположение. Вообще, вау. Вообще здесь как-то очень ухожено. Может быть, мы как раз-таки в том районе, где мы уже были с Настей, и как раз-таки налево вот эта гора, где вот эта штука. Башня. Блин, посмотрите, как здесь ухожено. Какой контраст. Мне кажется, это похоже на Таллин и на любой другой европейский город. Да, мне кажется, это тот район, где мы были с Настей, потому что здесь люди, и видно, что они туристы. И я думаю, налево как раз-таки идет дорога к этой высотке. Но мы туда не пойдем, да? А, вот, кстати, она видна. Давайте я вам немного покажу. По карте, если смотреть на карту, там обозначена вот эта вышка. Вон там она. Мы там уже были, мне кажется, лучше идти в теплую погоду, потому что сверху будет очень красивый вид на город, и, наверное, при солнечном свете, при закате или там рассвете, когда вы придете, эта картина очень красивая. Но в целом по Земуну, я думаю, стоит обязательно погулять. Как вы видите, здесь очень симпатичные ухоженные домики. Достаточно мало людей. Мне кажется, летом здесь будет просто бум туристов. Посмотрите, какие здесь разные дворики. И мне кажется, я просто захожу в чей-то дом. И я думаю, что к лету здесь будет супер много туристов. Какие ставни. Вечно. Кстати, ребята, вот эти вещи, обратите на них внимание. У нас около студии есть дерево, на котором написано какой-то текст на сербском. И Катерина сказала, что если так получится, что я, допустим, буду что-то есть, но не доем, я могу повесить на это дерево. И у них в Сербии так принято, что есть в каждом дворе какое-то либо дерево, либо столб, либо там, не знаю, дверь, на которую люди вешают либо ненужные вещи, либо еду, которую они не доели, и любой нуждающийся может ее забрать. Короче, это очень классно. Мне кажется, в Сербии достаточно много таких обычаев, что ты отдаешь нуждающимся какие-то свои вещи, устраиваешь какие-то праздники. Короче, это очень прикольно. Так, ребята, давайте обратим внимание на парковочные места. Здесь они есть, и люди паркуются нормально. Вы посмотрите, почти ни одной машине, кроме вот той, не стоит на пешеходной части. Ну, конечно, здесь такие пешеходные дороги и так очень маленькие. Да, вот карта. Виштовда. Виштовда. А мы где? Вот здесь, да? Тут написано, Маша. Все. Хейтер. Так, ну что, ребята. Вот так выглядит район Земуна. Мы приехали сейчас вот с этой стороны. Там центр Белграда. И вот это как раз-таки та башня. Мне кажется, на закате будет самое то. Ребята, посмотрите, какие домики. Ну, местные беспризорники, ребята. Ладно, так нельзя говорить. Мне кажется, вот это очень красиво. Класс. Мне кажется, здесь жить не очень.
потому что много туристов и не очень удобная инфраструктура. Типа автобусы, мне кажется, до них нужно дойти. Типа не каждому району автобусы приезжают. Это Дунай, ребята. Ну, Дунай грязный, потому что Белград грязный. Много газов. Ну, прям смотри, какая зеленая вода. Да, вода, конечно, цвета детской неожиданности. Здесь красиво. Тут мы реально в замке. Такой туман. И мы типа... Это ров. Типа один мост, который может подняться. И мы в замке. Окей. Ребята, смотрите, какой домик. Ну, я так понимаю, это какое-то заведение, но все равно. Мне кажется, что на втором этаже могут жить хозяева этого ресторана, а на первом этаже принимать гостей. Мы сейчас с Андреем идем наверх. Ну, мне кажется, это логично, потому что, видишь, сверху шторки, и обычно так делают. Знаешь, гостиница. А стулья от местного рынка. Хотя вон тут на веранде, может быть. Да, мне кажется. Я думаю, да, это заведение. Мы решили не идти в тот ресторан на горе. И мы сейчас идем вдоль набережной. Кстати, я от многих слышу, что сербы много поют. Да. Я никогда не слышала. А ты? Не, я слышал, когда сейчас работаю. Вот, сейчас, да. Но в заведениях, мне кажется, это часто. Я вам обещала показать нашу ванну. Пойдемте посмотрим на этот кошмар. Вот такое мы имеем. Пожалуйста. Кстати, сразу мы не заметили, к нам пришла хозяйка забирать деньги и сказала, что у вас плесень, типа, как давно. Мы такие, о, боже мой. Мы не заметили. Короче, вот этого всего не было, когда мы заехали, и, видимо, от того, что здесь никто, возможно, не жил, и здесь мы начали мыться, и мы не открывали, кстати, окно. Теперь мы всегда открываем после мытья. У нас образовалась вот такая плесень. Еще хотела показать вам бойлер. Он очень странный, потому что воды хватает на короткое время, и он нагревается не до конца, а до середины. То есть, если ты даже захочешь его, типа, полностью использовать, у тебя не получится. У кого такая же проблема, напишите. Но я уже привыкла, и сегодня я выключала воду, когда намыливала голову, и в целом мне хватило воды. Вот такие подробности. Я сейчас собираюсь на работу. Думаю, что больше вам для этого влога ничего не буду снимать. Ждите новых влогов. Пишите в комментариях, куда съездить, что показать, что интересно. И я надеюсь, вам понравился этот влог. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. И до встречи!